Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня у нас разговор пойдет о стабунивании двух лошадей, одной 3 года, другой год, они сестры, с табуном, где гуляет жеребец, 2 мамки с жеребятами и несколько лошадей, кобыл без жеребят. А также у нас в табуне, ну как в табуне, часть табуна, которая гуляет немножко отдельно, и косячник уже привык к тому, что молодняк находится рядом с матками. Гуляет 4 жеребенка прошлого года. Но вот эти лошади сейчас стабунились уже на пастбище. Жеребец перестал реагировать на молодняк, перестал их гонять. Он свыкся с тем, что они здесь. И теперь пришла очередь выпустить еще 2 лошадей, одной из которых я уже, как сказала, год. Но поскольку мы понаблюдали за молодняком и выяснили, что жеребята не интересны, он, наоборот, их старается отогнать от кобыл и крыть, скорее всего, молодую кобылку не будет. Ну, если вдруг она пойдет в охоту, мы ее уберем тут же из табуна. Вот. Но у нас стоит задача стабунить старшую кобылу с другими кобылами и с жеребцом. Это мы сейчас будем делать. Сейчас табун гуляет, кобылы еще находятся в ливадах, и мы хотим снять этот процесс, посмотрим, как это дело пойдет. Есть несколько вариантов развития данной ситуации. Первое, лошади просто выйдут и будут есть. Вторая, они увидят других лошадей и побегут к ним. Вот дальше идет развитие, может идти развитие по разным сценариям. Либо жеребец их стабунит со своими кобылами, и кобылы согласятся, придут в семью, либо он их отгонит от своих кобыл, и кобылы примкнут к детям. То есть 2 вот таких варианта. Точнее, 3 варианта. Ну вот сейчас смотрю, жеребец погнал жеребят от кобыл, потому что кобылы подошли близко. Но он делает это не злобно, просто гоняет. Гоняет со страшным лицом. Вот в данный момент как раз гоняет молодую кобылку, которой скоро вот-вот будет год, и вот он ее активно отгоняет от маток. Это правильно. Вот сейчас они убежали. Вот. Ну и сейчас мы подойдем к кобылам поближе, чтобы посмотреть все-таки, как новые лошади поведут себя в табуне, и зафиксировать какие-то поведенческие моменты и попытаться о них поговорить. Я сейчас попрошу вывести кобыл, и мы это будем наблюдать. Ну вот, Екатерина выводит кобыл, и мы сейчас будем наблюдать, заметит ли их жеребец, и что он будет делать, и как они себя поведут. Кобылы выходят на пастбище, но я не скажу, что на пастбище они никогда не были. Ну, на данном пастбище не были, а так они паслись. И вот я смотрю, что первым делом кобыла старшая реагирует на траву и начинает ее есть. Это хорошо, потому что она не побежала прям вот так носиться по территории. Это говорит о том, что она спокойна и ведет себя адекватно. Это хорошо. Что же сейчас делает жеребец? Ну вот не знаю, сейчас мы посмотрим, где он должен, наверное, заметить кобыл. Вот он, да, он как раз приближается. Ну, скажу, что 2 кобылы, которые у нас жеребы и должны жеребиться совсем скоро, находятся в ливаде. И он их проверял, так сказать, подходил к ним. Сейчас он увидел вновь пришедших, направился к новым кобылам, знакомиться, он должен узнать, кто это такие. Ну, смотрю, первым делом он побежал на периферию пастбища. Там в ливаде ходит мерин, а на плацу 2 жеребчика молодых. Он, видимо, пошел к ним, чтобы выяснить, все ли тут хорошо, что с периметром. Подходит к ограждению пастбища. К нему приближается мерин. Они должны переглянуться, выяснить какие-то свои личные отношения, наверное.
Он больше, конечно, интересуется жеребчиками, которые на плацу, потому что их там быть как бы не должно, они должны быть в другом месте. Вот он смотрит, думает, что это, кто это такие. Переглядывается то с Мерином, то с жеребчиками. Наблюдает. Но мне все же интересно, как он будет вести себя с кобылами. Ну, кобылы находятся внутри его территории, то есть на пастбище. Он сейчас обходит периметр. Тут понюхал, все ли хорошо, и направился как раз к кобылам. Его задача заключается в том, что он должен начать табунить кобыл, то есть гнать их к своему косяку, к другим своим кобылам, то есть в семью. И он это пытается сделать. Он подходит к кобыле. Кобыла отмахивает на него, но это делает не злобно. Если бы она хотела попасть, она бы попала. Жеребец уворачивается. А вот она повторяет попытку. Тоже отмахивает. Ну, удар, если и пришелся по жеребцу, то не сильный. И вот жеребец их погнал, точнее погнал старшую. Младшая тоже уходит за старшей. Старшая оберегает младшую, отмахивает на жеребца. Он продолжает преследовать кобыл. Кобылы двигаются вперед, ведут себя правильно. Жеребец опять уходит на периферию смотреть намеренно. Что-то с ним там выясняет, какие-то свои отношения. И сейчас должен теоретически погнать кобыл. Но он, видимо, взвешивает свои шансы. Он гораздо мельче старшей кобылы. Младшая еще мала. Младшую он не рассматривает как кобылу. И вот, смотрю, уходит от них, направляется обратно к своим кобылам. Жеребец вернулся к своим девушкам. Как-то не нашел общего языка с вновь пришедшими. Ну, понаблюдаем еще немножко. Ну, хочу немножко сказать про жеребца. Он такой мальчик довольно-таки умный и довольно-таки спокойный по отношению к кобылам. Он не борзый, как говорится, он не наскакивает, он не жрет никого, не грызет. То есть, если не хочешь, ну и не надо. Вот сейчас он это продемонстрировал, пошел к своим тетенькам. Сейчас проверит остальных кобыл на месте или побежал к ним. Ну вот на данный момент ситуация разрешилась таким образом, что жеребец еще молодой, неопытный, он подошел к кобылам, попытался их табунить, кобылы возразили, сказали: нет, мы будем есть здесь, мы с тобой общаться не хотим. То есть кобыла отмахнула, это она сделала естественным образом, это нормальное поведение кобылы. При этом она двинулась, когда он стал их табунить, то есть она не стала агрессивно на него бить передами, как это иногда делают.
чрезмерно такие борзые кобылы, либо кобылы с нарушениями гормонального фона. Они начинают вести себя как жеребец. Данные кобылы повели себя нормально, обычно, стандартно, скажем. Вот. Но жеребец решил, что он не будет сегодня к ним приставать, потому что он как-то взвесил свои силы и понял, что нет, кобыла не его, и ушел к своим. Но посмотрели мы, как он отреагировал, как отреагировали эти две кобылы. Они сами не задираются к лошадям в табуне, то есть они не побежали сразу с разборками в табун. Они гуляют на периферии, такие самодостаточные. Так что я думаю, что можно выпустить жеребых кобыл в табун обратно, чтобы жеребец не разрывался на контролирование одних в ливаде, и блюсти ему нужно остальных, которые гуляют на поле. Так что я думаю, что стабунивание у нас пойдет постепенно, и лошади должны будут привыкнуть друг к другу и к жеребцу, и жеребец, я надеюсь, что найдет с ними общий язык, потому что мальчишка очень такой, скажем так, ухаживающий, то есть он не будет борзеть, он не будет доминировать, он будет договариваться. Вот. Ну что, стабунивание, не то что стабунивание, выпуск на пастбище двух новых кобыл прошел довольно спокойно, хочу сказать. Кобылы вышли спокойно, пошли есть, конфликтов у нас не было, отношения выяснили, а дальше уже понаблюдаем процесс и будем уже смотреть, как оно пойдет дальше. Вот на этом наше сегодняшнее, скажем, мероприятие по выпуску еще двух лошадей на поле закончилось. Всего хорошего, смотрите наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам было интересно. Пока!